Халапеньо, хабанеро, чили. Вам о чем-нибудь говорят эти слова? А все их можно объединить под общим названием жгучий красный перец. Вот о нем сегодня мы и поговорим. Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Руслан Авакжанян. Это обзорный ролик об одной из специй. Через пару секунд начинаем. Говорят, что первые путешественники привезли его в Европу из Южной Америки, где жгучий перец культивируют уже около 7000 лет, а из Европы эта специя получила уже повсеместное распространение. Этот вид перцев имеет горячую энергетику, что в основном и определяет его использование в кулинарии и не только. Начну с полезных свойств. Если у вас часто бывают холодные руки и ноги, вялое пищеварение, или ваш организм испытывает повышенную усталость, и вам кажется, что не хватает питательных веществ и энергии, то вот вам в помощь красный жгучий перец. Полезен красный перец и для сердца, и для улучшения обмена веществ в организме, то есть для повышения метаболизма. Так что вместе с пищей эту приправу лучше употреблять постоянно, но не более 1-10 граммов в день. Есть, конечно, и противопоказания. Красный перец уж точно не полезен для людей с аритмией или стенокардией. Если у вас есть какие-то порезы или царапины на руках, то на кухне старайтесь, чтобы красный перец и смеси специй с его содержанием не попадали в такие места. Лучше использовать латексные перчатки. Женщинам в период беременности и кормления ребенка тоже не рекомендуют употреблять жгучий перец. Теперь главное – применение в кулинарии. Я еще помню те времена, когда выращенный красный перец сушили, а затем вязанками сохраняли на зиму. Во многих кухнях такая вязанка наряду с косичкой чеснока или лука висели в уголке. Любая хозяйка могла протянуть руку, сорвать нужное количество этого овоща и использовать его для сдабривания своих блюд. Горожане сейчас часто используют молотый красный перец или, что реже, сушеные хлопья перца. В различных блюдах красный перец хорошо сочетается с чесноком, кориандром, базиликом или тимьяном. Порошок красного перца входит в состав многих острых специй для мяса, рыбы и морепродуктов. Его же часто используют для приготовления соусов, например, кетчупов. Некоторые невзрачные на вид соусы получают при добавлении красного перца не только его аромат и жгучесть, а еще и приятный цвет. Я и мои друзья при посещении одного прекрасного бара в нашем городе всегда заказываем себе креветки с острым соусом, основу которого и составляет красный перец. В первое блюдо стручок или его часть нужно добавлять за 5 минут до готовности, чтобы при длительной варке не потерять остроту и аромат перца. В своей практике я обычно разрезаю перец и извлекаю из него семена, потому что они гораздо острее самого перца. А если хочу получить очень острый соус к мясному блюду, то, напротив, перец лучше использовать с семенами. Дам еще и одно предостережение. Старайтесь не класть стручковый перец в горячее масло в сковороде. Это может придать блюду вместо жгучего аромата неприятную горечь. Зимой можно готовить согревающие напитки с добавлением тонко нарезанного стручка или высушенных хлопьев красного перца. Летом же, когда этот овощ свежий, с грядки, и не потерявший ни грамма своего аромата, его желательно добавлять в овощные салаты и острые супы. Вот, пожалуй, все, что я хотел вкратце рассказать о красном перце. Друзья, надеюсь, эта информация была полезной для вас. Напишите об этом в комментариях, подпишитесь на канал и, чтобы не пропустить новые ролики, жмите на колокольчик. Ставьте лайки, делитесь ссылкой со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока!